Всем хорошего дня, с вами самотрощик Леха. Сегодня подошла очередь и до моего офиса. И чаек, кофеек, сахарок, кипяток, погнали! Буквально месяц назад мой офис выглядел именно вот так. Приступим к ремонту. Первый этап – вычищаю все ненужное. Ну и следующий этап – полностью загрунтовываем все стены грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка подсохла, и можно приступать к следующему этапу. Батарею решил все-таки снять, для удобства. В предыдущем ролике делал декоративную кладку из штукатурки. В этот раз решил попробовать из шпаклевки, точнее из всех ее остатков. На всю комнату у меня ушло 4 мешка шпаклевки, и так получилось, что все мешки разного производителя. На скорость это никак не повлияет, и как бы вы ни старались, но за пару часов особых достижений вам не светит точно. Трафарет использую в этот раз тоже другой. В предыдущие разы был алюминиевый, в этот раз будет пластиковый. В нем даже есть 2 отверстия под саморезы, которыми я активно пользовался. Как все говорят на ютубе, 2 часа и комната готова. Ну а теперь реальные цифры нанесения декоративной шпаклевки. Даже если делать все через одно место, то на комнату в 10 квадратов уйдет где-то 4-5 часов. Если будет делать аккуратно для себя, то не меньше 7-8. В моем случае так и получилось. Ни о каких 2 часах речи близко быть не может. Особенно много времени уйдет на подгонку в углах или в местах, где нужно сделать стык в стык или уже завершить саму кладку, чтобы было красиво. В общем, в среднем рассчитывайте, что полностью весь выходной вы потратите на эту декоративную кладку. В целом с пластиковым трафаретом мне работа понравилась. Думаю, из такого же трафарета сделать фасад. Но это не точно.
Чтобы глаз не приедался и не делать все полностью в одном стиле, одну стенку решил выделить. Чисто так на глаз, в таком рандомном стиле, чисто как будто в стенку прилетела кувалда и часть стены обвалилась. Потом взял шкурку на 240 и прошлифовал некоторые уголки, которые были прям ну очень некрасивые. Как должно быть, я не знаю, поэтому сделал чисто на глаз. После шкурки по возможности пропылесосил стыки и опять же сильно нанес грунтовку глубокого проникновения. В дальнейшем сейчас будем красить. Пока грунтовка высыхает, можно наклеровать краску. Как говорится, всегда есть два варианта. Первый вариант — пойти в магазин, купить готовую наклеированную краску и покрасить. А второй вариант — это когда у вас дома уже есть белая краска и вам просто нужно на глаз подобрать. Это в принципе был мой способ. Накупил кучу колеров и стал месить, варить, в общем пробовать, что получится. Около 4-3 часов ушло на колерование. Определял нужный цвет по выкрасам на стене. Выкрасов было несколько, потому что наклеированная краска до нанесения и после высыхания – это совсем разные тоны, поэтому колеровал я очень долго. Расчет был чисто сделан уже по практике. На ведре было написано 1 кг на 12 квадратов, я был расчет 1 кг на 8 квадратов. По итогу покраски всей комнаты на 2 раза у меня остался ровно 1 кг. Так что с запасом не прогадал. Хорошо, когда у вас золотые руки. А если они еще растут и из вас, то это вообще отлично. В общем, с пульверизатором так и не получилось договориться, поэтому перешел по старинке на валик. Белым и насыщенным синим.
ну или что-то подобное. Я вам сейчас даже колер не подскажу, потому что я бодяжил там чисто на глаз, на вскидку, по запаху, по вкусу. Кропотливо, аккуратно я потратил со всеми мокрыми процессорами 10 дней. Личного затраченного времени где-то 18-20 часов. Результатом я очень доволен, хотя дизайнеры сейчас закидают меня, как всегда, плохими словами. Хотя этот дизайн готовый, я его не придумал, я его просто взял с интернета и сделал по аналогу. Ничего своего, чисто дизайнерское решение. Но всем не угодишь. Итак, что нужно для достижения такого же эффекта? Указываю без цен, потому что разница может быть от 100 рублей до нескольких тысяч. Ну потому что мы живем в нестабильной экономике. Итак, на комнату 11 квадратов вам понадобится 7 кг грунтовки, 13 кг краски, 4 мешка шпаклевки, трафарет, одного хватит, если вы не будете рвать, руки, желательно свои, 2 штуки, и где-то 14-20 часов свободного времени, плюс-минус, как вы будете грунтовать, сколько количество раз, как быстро у вас подсыхает стена, ну и со всеми вытекающими. Ну и как, наверное, многие заметили, ролики стали выходить реже. То есть до этого были сложные времена, а теперь вообще жизнь стала еще труднее для нас, самостройщиков. Так что по возможности буду стараться выпускать почаще, но обещать сейчас не могу. В общем, с вами был Леха, не болейте, не скучайте и до встречи.